Этот город не меняется уже больше, чем целую вечность. Ему только и остается, что помнить. Мы сделали его таким, статичным и жестоким. Задания по поиску беглых синтов обычно не влекут за собой никаких осложнений. Но не в этот раз. По поручению руководства я должен был перехватить важную для штаба цель. Живой или мертвой, неважно. Все необходимое можно было извлечь из цели. К слову, это не я. Вот я, с каждым днем все ближе и ближе продвигающийся к своей цели. Это началось здесь, в канализации близ охотничьего домика у причала. И, как оказалось, еще очень задолго до меня. Я двигался по следу беглеца, наблюдая преграды в лице насекомых-мутантов и тел, некогда живших в этом самом доме. Поначалу я думал, что все произошедшее и актуальное – это дело синтетических рук. По крайней мере, так меня заранее проинформировал робоконтроль. Считал я так до момента, пока не нашел то, что старше нас обоих вместе взятых. Довоенную голозапись, содержащую в себе то, чего я вообще не ожидал в ней найти. You can find the substances necessary to open their minds in the drainage, as you all remember from your old initiation. Remember that the pledges should be blindfolded before you bring them up the canal, and keep an eye out for anyone out late. Park. The elders will be by Sunday evening for the dinner, and all new pledges must be present, so stick to the normal dosage. К слову, канал с голозаписью был последним местом, где прослеживался его след. Ни в доме, ни на улице, ни на трупах нет ни единого следа. Голозапись была оставлена нарочно, будто намекая, что решение находится именно в ней. За весь свой опыт в робоконтроле мне не раз приходилось излавливать беглецов, но не искоренять. Содержимое этой голозаписи до сих пор вводит меня в ступор. Я не особо силен в латыни, но перевести не составит особого труда. Орден забытых костей? Фонетические ребусы явно не моя специфика. Тем не менее, в ней также говорилось о воскресном ужине среди старейшин. Из надежных источников я выяснил, что единственные, кого могли так называть до войны, это всевозможные шишки в лице военных, ученых или политиков. Им всем нужно было где-то провести этот самый воскресный ужин, и единственным подходящим местом был клуб Бойлстоуна. Место, где как раз таки всегда до войны собирались подобные шишки. То, что я увидел здесь, в очередной раз меня удивило. Те люди не могли пасть от его рук, их скелеты слишком белые, старые. Что-то явно произошло здесь давно. Но только что. Не хотите сделать заказ, мистер 6.3.7? Вино за счет заведения. Стейк. С вином. Присаживайтесь. Мистер Кей, позвольте полюбопытствовать. Какими судьбами в наших краях? Последние посетители здесь были очень давно. А после того, как в местном пруду поселилось это прекрасное животное, во всем Бостон-Коммоне ни слуху, ни духу. А работа у меня такая. Лезу куда не надо, ввязываюсь в непонятные истории и ищу пропавших. Типичные рабочие дни. Ввязываетесь в непонятные истории и ищете пропавших, значит. Интересно, в какую историю вы ввязались сейчас, офицер? Честно сказать, почти точно такой же вопрос я хотел задать вам. Так вы пришли за ответами? Да, все верно. Мистер Кей,
Все люди, окружающие нас с вами в этом помещении. Вы знаете, чем они занимались? Политикой, наукой, большие шишки. Что-то вроде президентов, военных или крутых ученых. Когда вы успели прочесть местный терминал? Я же из полиции, мне не нужно читать биографию посетителей, чтобы знать о том, кто они такие. Видимо, полиция работает очень плохо. Ибо из разговора с вами я понял, что вы ничего не знаете об этих людях, офицер Кей. Абсолютно. Ну, удивите меня. Людям свойственно стремление к осознанию собственной исключительности. А ничто так не подогревает тщеславие, как важная тайна, которую знаешь только ты. Это дает возможность почувствовать себя элитой. Но для стойкости веры необходимы братья по интересам. Общество, никогда не знавшее нищеты и вечно живущее в красках, деньгах и дуре, в конечном итоге настолько в этом погрязло, что создало членство для самой элиты этого мира, закрытое, где могли находиться только лучшие из лучших в их понимании. Все это произошло в Ельском, в Нью-Хайвене, а потом и в Гарварде из Массачусетса. Интерес публики к подобному подогревался обетом молчания его членов, среди которых не бывает бывших. Все, что связано с орденом, наглухо засекречено. Его адептам запрещено выдавать любую информацию под страхом кто знает чего. Власть, богатство и атрофированные наркотиками мозги верхушки настолько погрязли в этом всем, что они же лично придумали обряд посвящения, в котором адепты должны были выполнять мерзкие и отвратительные вещи в состоянии наркотической эйфории, дабы пройти своеобразное собеседование и влиться в ряды закрытого общества. Before their initiation is complete, they must be prepared to receive the mysteries of our order. До войны ходило немало слухов о страшных садистских обрядах и оргиях, которые исполняли его члены. После обряда посвящения они должны были встретиться все вместе за праздничным ужином, лидеры и новые члены. The elders will be by Sunday evening for the dinner, and all new pledges must be present, so stick to the normal dosage. Полагаю, Кей, вы уже поняли, что встретиться они должны были именно здесь, в месте, которое специально было построено для таких, как они, Уордом Николасом Белстоном, активно спонсировавшим Гарвард, братом адмирала сэра Бенджамина Халлоуэлла Керью, племянником губернатора Моисея Джилла. Ее создателем, кстати, был старшекурсник Уильям Рассел. По одной из версий, он привез идею из Германии, где учился некоторое время, а по другой, это был его ответ другому престижному студенческому клубу, который не принял его в адепты. В любом случае, инициатива имела успех. В 1833 году Уильям Рассел вместе с будущим президентом США и еще 13 ближайших сподвижников открыли двери своей первой и постоянной резиденции могилы для первых членов общества. Все эти люди были достопочтенными членами ордена, который они лично назвали «Череп и кости». Ordo Oblitus Ossa. О, полагаю, вы начинаете понимать. Ха. Они должны были встретиться все вместе за праздничным ужином именно здесь, но им что-то помешало. Ядерные взрывы 2077 года. Война, естественно, уничтожила всех новичков там у канала или близ него, а те, кто были в этом здании и чудом выжили... Зря вы все-таки не заглянули в местный терминал. У этих людей были все ресурсы для того, чтобы хоть что-то предпринять. Но вместо этого, чудом уцелевшие, они собрались на воскресном ужине спустя неделю после взрыва, просто чтобы сдаться и покончить с собой. Среди них были выдающиеся люди, политики, ученые,
Их резиденции украшали скелеты знаменитых исторических личностей, среди которых были останки мадам де Помпадур, любовницы Людовика XV Бурбона, череп знаменитого вождя североамериканского племени Апачи Джеронима. И, обладая подобными связями, возможностями и средствами, зная про возможную гуллификацию, они не пытаются как-то ее избежать, а просто решают предаться своему культу, считая себя великими. Просто берут и превращают себя в кости, выпивая отравленное вино. Понимаете? И ты думаешь, что это сработает? Знаешь, придется тебе все-таки рассказать, зачем ты бежал и откуда все это знаешь. Всю свою жизнь я хотел быть к чему-то причастен. Хотел найти себя, но вместо этого был рабом вашей системы. Сбежав, я нашел ту же голозапись, что и ты, и понял, что могила сможет укрыть меня, а я в свою очередь буду посвящать себя ей. Только вот теперь я здесь. Сижу и понимаю, что единственное место и люди, которые могли меня спасти, обладая всеми способностями на это, мертвы. Я не учел лишь один фактор. Фактор времени. Эти люди сотворили кучу непристойных вещей, дабы сокрыть свой культ от посторонних. Их тайна сокрыла бы и меня, но война раскрыла все их секреты, буквально вскрыла наизнанку. Они были моим единственным решением, и сейчас их просто нет. Могила вскрыта, и, наверное, лучшим решением для меня будет встреча с ними лично по ту сторону саркофага. Делай, что должен делать. Спасибо. Спасибо, что был честен. Разве ты не... Обычно задания по поиску беглых синтов не влекут за собой никаких осложнений. Но не в этот раз. Этот был особенный. После нашего диалога сразу стало ясно, что именно искал институт. Я до сих пор пытаюсь понять, как два мира просачиваются друг в друга. Череп и кости, будучи довоенным культом, непосредственно смог повлиять на людей, живущих в наше время. Одним лишь упоминанием о себе Череп и Кости просто убил всю семью у лодочного домика. А ведь они в помине не знали о его существовании. До войны здесь жила обеспеченная семья. Личный двухэтажный дом у озера, причал, 2 машины и собственный урожай. Сейчас здесь были вынуждены выживать Тиффингтоны. Их невозможно было спасти, если бы не культ, их все равно бы убил беглец. К счастью или к сожалению, рано или поздно, но я устранил обе угрозы. А теперь нужно сделать так, чтобы эту голозапись больше никто не увидел. KD-637 это база доложить о результате, прием. KD-6 это робоконтроль, ответьте. Говорит KD-6-3.7. Посылка получена. Прошу разрешения на возврат. Принято, KD-637, возвращайтесь, вас уже ждет новое задание.